Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Вот приехал как раз на один объектик. И хочу вам показать, что происходит, когда нарушаются технологии утепления фасада. Опа! Посмотрим поближе. Так, я хочу напомнить, что фасад был сделан полностью. У нас был сильный ветер новороссийский, может, в новостях слышали. И сорвало полностью всю сетку с короедом, с покраской. Вот такая картина. Полностью все, сколько здесь, 15-16 этажей. Вот, увеличу. Начисто сорвало сетку. Полностью. По всей высоте. Вот такая красота. А сейчас кто-то очень жестко попал на бабки. На переделку этого всего. Да, кто давно смотрит мой канал, знает, что я ранее, до того как заниматься отделкой внутренней, я довольно много времени, порядка 6 лет, да, точнее 6 лет я работал на утеплении фасадов. Именно вот таких жилых комплексов, не частников, ну частники бывали, но мы их не делали. Я делал, именно занимался вот такими большими объемами, работали с технадзорами, все как положено. В общем, главная ошибка в том, что здесь неправильно была изначально приклеена сетка. Вот, обратите внимание, что утеплитель, он полностью чистенький, наичистейший. Это говорит о том, что сетку, армирующую сетку, примазывали поверх сетки мазали. Сетка должна была утапливаться в толщину штукатурного слоя. То есть наносится контактный слой клеевой, потом клеится сетка, и сверху она опять замазывается клеем, простыми словами. То есть сетка приклеивается на клей. Здесь явно видно, что люди прикладывали сетку к сухому утеплителю и сверху просто примазали ее клеем. Ну, естественно, адгезии никакой, вообще никакущей от слова совсем. Ну и где-то подорвало кусочек и сняло полностью весь торец. Ну и сейчас это на этом объекте, на этом комплексе вот такая беда случилась. Сейчас мы проедем в соседний дом, там то же самое, но еще хуже. Сейчас доедем, включусь, посмотрите. Так, вот второй жилой комплекс. Ну, местные знают прекрасно, что это за дома. Вот здесь вот такая беда случилась. В принципе, то же самое с сеткой произошло, но здесь еще сорвало, еще и плюс утеплитель со стены. Вот сейчас попробую увеличить. Погодка сегодня как раз не дает нам. Ну, здесь уже ребята, наверное, не успели убежать далеко, поэтому уже быстренько переделывают. Хоть и снег идет, но они что-то пытаются в минусовую температуру, минусовую, то есть у нас сейчас 0, чтобы вы понимали, 0 градусов. Они работают с клеем. Они работают с клеем и клеят утеплитель. Вот. Ну, многие из вас знают, что работать с материалом можно только от плюс 5 градусов. Нам в свое время технадзоры запрещали. Меньше, чем плюс 5 работать нельзя. Ну, сейчас 0, они клеют. Все классно. Так, почему сорвало утеплитель? Здесь две причины есть. Первая причина — неправильно забитые зонтики дюбеля, которые держат утеплитель, это раз. Во-первых, их количество важную роль играет, а во-вторых, их длина. По разным материалам, по разным основаниям нужно использовать разную длину самого зонтика. То есть на бетон хватает 3 сантиметров, чтобы был дюбель в теле бетона. Если это блочный какой-то материал, то есть кирпич, от 5 и более. Здесь мы видим вообще, получается, шлакоблок, керамзитобетон. И в таких ситуациях бывает часто зонтики попадают в пустоту. Да, но если бы был правильно приклеен утеплитель, его бы не сорвало. Утеплитель сейчас очень модно клеить на плюшки, ну я так их называю, липухи, плюшки, может, видели, на 5 точек, там кто-то на 4 клеит. Ну, короче, когда я работал, это было там, может, 5 лет назад, 6 лет назад, последний мой был объект. Лист утеплителя намазывается по периметру
И в центр еще плюс липушки ложатся. В зависимости от высоты меняется количество этих липушек. Начиная там, допустим, с нижних этажей по 2 липушки в центр, выше там по 3, и там на 15 этаже мы, по-моему, чуть ли не 5 липух еще плюс дополнительно по периметру делали. Ну, от высоты, то есть ветровые нагрузки. Но лист никогда не клеился, мы не клеили на липухе. Ну, он практически не держится. Лист обмазывали по периметру. Сейчас в целях экономии, сейчас все начинают экономить, поэтому происходит такая тема. Я говорю, даже если бы зонтики не выдержали, ну, сложный этот материал, керамзитобетон, пустотелый тем более. Ну, бывает, что они попадают в пустоту. Но если бы правильно был приклеен сам лист, его бы тоже не оторвало. В общем, вот такие вот работники. Я просто, ну, свои наблюдения вам хочу сказать, что, ну, буквально там 6, может, нет, давайте так, лет 10 назад профессия фасадчик еще была в почете. То есть это высотные работы, зарабатывали мы неплохие деньги. Потом это все пошло на спад, на спад, на спад. И в последнее время ни одного русского, скажем так, человека на фасадах не работает. Какая национальность, ну, я думаю, вы сами догадаетесь. Не только от национальности, конечно, зависит. У нас почему-то и контроль был совсем другой. Я когда-то первый раз пришел на утепление фасада, мой первый объект. Мы тоже такие, мы пришли, да мы все знаем, не надо там ничего рассказывать, что там на липухе раз приклеил, все, задюбелил там абы как, нормально, пойдет. Нет. Пришел раз технадзор, сказал, я вас работу не приму, 2 не приму. Потом принес нам наш прораб, наш бугор, принес нам вот такой талмуд, технологическая карта, и сказал, ребята, учите. И делайте все по технологичке. И после этого мы, когда это все прочитали, изучили, оказалось даже проще работать по технологии, чем вот эту вот такую дичь творить. Просто очень легко. Да, расход клея большой, когда вы, например, наклеиваете по периметру лист клеем. Потом, если правильно армирование делаете, тоже большой расход клея. Но это все заложено у них в сметах, в объемах. То есть это все оплачивает заказчик. Как бы здесь проблем нет. Ваше дело только правильно и качественно работать. Сейчас, ну, я вот просто в этом городе живу, я знаю. Я как раз делал здесь несколько квартир в этих комплексах. Ну, точнее, одну квартиру в одном комплексе, вторую в другом. И как раз на тот момент я видел, кто занимался утеплением этих фасадов, я прекрасно видел. Мне даже, когда был Инстаграм, пока не украли страничку, я выкладывал там одно видео, показывал, как утепляли. Утеплитель с таким зазором ложили, клеили. Это нормально, как бы. Мостик холода для них неведомо такое понятие. Виноваты ли работники в этом? Да, отчасти виноваты. Но здесь надо рассматривать всю цепочку, начиная от заказчика, заканчивая рабочим. Здесь виноваты абсолютно все. И вот технадзор, который принимал эту работу, ну, если хороший заказчик, ну, если заказчик не участвовал в этой всей афере, то, я думаю, конкретно может прилететь всем. Начиная с технадзора, заканчивая там директором, мастером, прорабом вот этих вот специалистов, фасадчиков, которые это все делали. Но пацанов понять можно. Допустим, еще давайте возьмем там 6-7 лет назад, когда я работал, нам платили там 750 рублей за квадрат за утепление. И мы уже не хотели работать, потому что это уже на то время было мало. То есть это высотные работы, ты каждый день рискуешь жизнью, каждый день. У нас высота была, допустим, 16-этажное здание, это 55 метров. Не каждый может залезть на такую высоту. Каждый день рискуешь жизнью за то, чтобы получать в месяц. И причем пахать с 8 до там, 6 до 7 вечера. Вообще конкретно. Фасады это очень тяжелая работа, тем более на юге. Жара там плюс 40 стоит, и ты на этой люльке или на лесах болтаешься. Но это очень тяжелая работа, и за физическую такую тяжелую работу зарплата была у нас тогда, когда мы по 750 рублей получали за квадрат, у нас 60-70 тысяч зарплата была. Но это при том условии, что надо было пахать 6 дней в неделю. Вот этим ребятам платят, ну, если им платят рублей 500, то это хорошо, я думаю, может и того меньше. Вчера он коз-овец спас, а сегодня он уже фасадчик. Ну, так же не бывает, ребята, ну. Нужно долго идти к этому, чтобы стать специалистом в какой-то своей определенной сфере. А здесь их по 50 человек работало, ему показали вот так лепи, так дюбели, короче, сетку, так клей. Ну и бестолковые руководители, полностью бестолковые. Ну вот куда вы смотрите, когда... Ладно, они ничего не знают, да они в принципе за эти деньги ничего не должны знать. Но вы как руководители, вы должны контролировать весь этот процесс, чтобы потом вот такой фигни не случалось.
Вот я не буду хвалиться, я не люблю, в принципе, хвалить свою работу. За мою работу другие люди будут говорить. Но вот сколько фасадов я сделал в этом городе, в Новороссийске, по утеплению и по реставрации, неважно. Нигде еще такого не было. Не я сделал, а наша бригада, у нас много было людей. У нас такого не происходило, потому что у нас был жесткий контроль. Жесткий контроль руководителей, технадзоров и так далее. Ну а сейчас вот такая вот херня происходит, пацаны. Поэтому, кому не лень, напишите свое мнение в комментариях, почему наша отделка, строительство наше начинает падать куда-то в днище. Мастеров перестают как-то ценить, работу обесценивать и тому подобное. И поэтому происходят вот такие вещи. На сегодня все, что хотел вам рассказать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.